закончить. Если я начал, я не остановлюсь. Что это за место? Почему так холодно? Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Я был один среди миллиардов километров пустоты, и все же станция не была пустой. Тысячи женщин инопланетной расы окружали меня, хотя большинство из них оставалось замороженными под слоями льда. То, как я оказался здесь, не было историей о героизме или случайности, это было следствием решений, тихих и осознанных, принятых всего за несколько дней. Я ходил по коридорам станции Эпсилон-7, давно заброшенного форпоста на замерзшей луне Зефирия. Меня зовут Дариан, и я инженер. Контракты вроде этого были просты: прибыть, осмотреть, записать данные и уйти. 2 недели и домой. Станция считалась устаревшей, законсервированной десятилетия назад, и все же работала пугающе исправно. Системы гудели с такой точностью, что почти казались живыми. Я следовал контрольному списку осмотра, отмечая температуру, давление и мощность. Все показатели выглядели нормальными, слишком нормальными. Журналы были безупречными, словно кто-то стер следы всех предыдущих шагов. Через несколько часов я вернулся в модуль HAB, включил кофеварку и пролистал документацию. Большая часть была скучной, пока мой взгляд не упал на забытое приложение — архив криосекции. Что-то в этих словах казалось неправильным. Крио. Архив. Коридор, ведущий туда, был холоднее остальных помещений станции, воздух тяжелее, и даже мои шаги звучали приглушенно. Казалось, я иду по месту, которое не хочет, чтобы его вспоминали. Ряды капсул тянулись в полутьму, их маркировка была выцветшей, но продуманной. На одной из капсул мелькнул слабый индикатор — тестовая активация. Внутри можно было различить силуэт женской гуманоидной формы. Протокол требовал тестового размораживания. Моя рука зависла над интерфейсом. Я не хотел нажимать не из страха, а из странного чувства благоговения. Запрос на подтверждение эхом отозвался в стерильной камере голосом сухим, как бумага. Я подтвердил. Купол медленно поднялся, жидкость внутри задрожала. Она резко вдохнула, мгновенно открыв глаза. Это не была паника, я видел сосредоточенность острую и умную, словно она осознала мир заново за одно мгновение. «Ты теплый», — сипло произнесла она. «Это наблюдение или комплимент?» — спросил я, голос выдавал едва скрытую любопытную насмешку. Она наклонила голову, губы дрогнули, словно развеселившись. Я еще не решила. «Имя?» — спросил я. «Селира», — сказала она, вставая с грацией, кажущейся effortless. Я инстинктивно протянул руку, чтобы поддержать ее локоть. Теплая кожа на фоне холода станции отпечаталась в памяти. «Итак, Дариан — инженер замерзшей гробницы», — мягко сказала она, изучая меня с живым любопытством. «Похоже, нам суждено встретиться». Тогда я заметил остальные капсулы за ней. Бесконечные ряды, теряющиеся в темноте подо льдом. Мой выбор нажать одну кнопку уже запустил цепную реакцию. Каждое пробуждение несло ответственность, и впервые за годы я хотел, чтобы следующий момент был больше, чем пустая рутина. Станция изменилась с ее присутствием. Ранее я слышал лишь механический гул, вентиляторы и эхо собственных шагов. Теперь появились дыхание, движение, едва слышимые шелесты ткани. Пустота отступила, вместе с иллюзией контроля, которую я когда-то принимал как должное. Я продолжал осмотр, фиксируя показатели, но Селира, похоже, не интересовалась механизмами. Она наблюдала за мной не как с любопытством, а как кто-то, кто слишком долго спал и теперь осторожно измеряет новизну жизни. Она появлялась рядом внезапно, иногда повторяя мои жесты, словно настоящий интерфейс станции — это не консоль, а я сам. «Сделаешь снова это выражение», — сказала она однажды. «Какое выражение?» — спросил я, не поднимая глаз.
То, что говорит, «Я собираюсь исправить Вселенную», — легко ответила она. Я улыбнулся, ощущая абсурдность момента. В одиночестве я бы списал это на усталость, но теперь ее присутствие делало станцию живой. Еще одна капсула разморозилась почти автоматически. Она появилась с осторожной энергией, острой и делиберати, глаза изучали меня, словно фиксируя каждую миллисекунду. Лирра, ее имя шепталось, как ключ. И потом третья, Кайлин, пробуждаясь с решительной уверенностью, прямолинейная и смелая. Там, где Селира была деликатной и тихой, Лирра — острой и реактивной, а Кайлин почти дерзкой, вызывающей своим образом. Вместе они изменили энергию станции. Каждый маленький жест, каждый взгляд создавал ритм. Кто первым передавал инструмент? Кто задерживался рядом молча? Кто наблюдал без слов, громче, чем слова? Ответ стал ясным: эти женщины пережили века принудительного сна, и теперь каждое их малейшее решение стало их первым выбором за долгое время. К вечеру я понял, что станция изменилась. Больше это не был стерильный комплекс, это стал дом. Временный, несовершенный, но ондинайрбле живой. В обзорной секции я открыл карту криоблоков. Ряды капсул тянулись в лед, словно замерзшие созвездия. Я ощутил тяжесть каждого решения. Каждое пробуждение было необратимо, но необходимо. Селира мягко спросила, почти ощущая мое колебание, «Почему мы здесь?» Я мог бы дать стерильное объяснение по протоколу, но слова казались пустыми. Вместо этого я открыл архив, раскрывая правду. Эти женщины были заключенными, а не архивами. Столетия назад их цивилизация противостояла доминирующей империи, не обязательно войной, а стойкостью. Их не уничтожили, их сохранили, заморозили как предупреждение, памятники контроля, маскирующиеся под порядок. Цель криоблока стала ясной: не память, не честь, а живое предупреждение. Их цивилизация пыталась сопротивляться, и за это была изолирована, исключена из истории. А теперь, через мой выбор, это предупреждение подходило к концу. Я посмотрел на ряды капсул и впервые осознал величину ответственности. Одна пробужденная женщина — не спасение. 3 — исключение. Но тысячи требовали внимательных, обдуманных действий. Ночь растянулась над Орфеусом-7. Усталость отошла на второй план. Мой разум, вместо того, чтобы мерить часы, фиксировал жизнь вокруг, тихие шаги Селиры, осторожный подход Лирры, смелый шаг Кайлин. Станция больше не была машиной, она жила, дышала вместе с нами. Следуйте за мной, не бойтесь. Все будет хорошо. Следующее утро на Зефирии было резким, металлическим, но в то же время живым, как я и не ожидал. Карта криоблоков все еще мягко светилась на консоли, ряды капсул тянулись подо льдом, словно город, ожидающий пробуждения. Я почти не спал, но отдых не имел значения. Мысль о том, что некоторые еще оставались в состоянии сна, казалась неправильной. 3 пробужденные женщины были недостаточны. Не тогда, когда тысячи ждали в молчании, подвешенные между жизнью и смертью. Я тщательно планировал действия. Системы станции могли справляться с волнами, но не со всеми сразу. Вентиляция должна была быть ручной, влажность контролируемой, тепловые контуры под наблюдением, и каждая пробужденная женщина требовала еду, термальное одеяло и ясный путь через лабиринт коридоров. Я не просто следовал протоколу, я импровизировал выживание. Селира двигалась тихо рядом со мной, расставляя медицинские наборы с почти ритуальной точностью. Лирра брала на себя координацию, перемещаясь по станции так, будто была создана для этого. Глаза постоянно сканировали пространство, следя, чтобы никто не сталкивался с другими, чтобы каждое пробуждение проходило гладко. Кайлин была полна движения, силы энергии, направляющая внимание туда, где это было нужно, успокаивая тех, кто паниковал, направляя тех, кто терялся в ледяном лабиринте. Вместе они стали моей опорой, моими партнерами в возвращении жизни в века замороженного молчания. Первая волна была осторожной. Капсулы шипели, когда пломбы открывались, жидкость отступала,
и фигуры появлялись, шатаясь, задыхаясь, словно воздух сам по себе был откровением. Некоторые застыли в металлических коридорах, касаясь стен или друг друга в недоумении. Некоторые плакали тихо, пораженные простым фактом существования. Я действовал методично, следя за стабильностью тепловых контуров, проверяя, чтобы резкие перепады давления не угрожали им, направляя женщин к одеялам и воде. Мягкий голос Селиры успокаивал новичков тихими словами. Каждая капсула была уникальна. Некоторые пробуждались осторожно, наблюдая мир, словно он опасен. Другие рвались вперед, инстинктивно ища прикосновение, тепло или общение. Лирра умело управляла ими, разделяя группы, которые скапливались в коридорах, указывая свободное пространство и создавая порядок из потенциального хаоса. Кайлин оставалась рядом со мной, предоставляя обратную связь, замечая закономерности, которые я не видел, помогая предугадывать, какие единицы могут не справиться со стрессом. Масштаб был ошеломляющим. 100, 200, 300 женщин возвращались к жизни волнами. Каждое лицо рассказывало историю: замешательство, страх, благоговение, облегчение. Тысячелетнее молчание было нарушено, и звук был почти невыносим в своей чистоте. Станция, когда-то стерильная и холодная, теперь пахла жизнью, теплой кожей, водой, легким привкусом тепла и дыхания. Машины, молчавшие веками, теперь тихо протестовали, насосы стонали под внезапной нагрузкой, фильтры работали сверхурочно, очищая воздух. Несмотря на хаос, появился ритм. Пробужденные женщины начали наблюдать друг за другом, помогать друг другу. Появилась слабая иерархия, не навязанная, а естественная. Те, кто пережил самый долгий сон, брали на себя осторожное руководство, направляя молодых и более хрупких. Селира двигалась между ними, протягивая руки, поддерживая шаткие тела, пока Лирра следила, чтобы никто не блокировал пути и не травмировался. Кайлин двигалась как живой компас, ее энергия была заразительной, напоминая станции, что это больше не эксперимент, это освобождение. Я ощущал тяжесть ответственности с каждой новой волной. 3 пробужденные женщины были управляемыми. Сотни требовали постоянного внимания. Каждое решение имело значение: когда открывать следующий сектор, как контролировать тепло и давление, какие пути блокировать, чтобы избежать скопления. И все же в этом присутствовала тонкая, почти молчаливая благодарность. Рука коснулась моей, кивок в знак признания, мимолетный взгляд, который говорил без слов, что я вернул нечто бесценное, выбор. Время перестало иметь значение. Я измерял его по движениям, когда руки Селиры поправляли одеяло, когда взгляд Лирры ловил того, кто собирался споткнуться, когда присутствие Кайлин направляло колеблющихся. Это было утомительно, но каждая минута была необходима. Я начал осознавать масштаб того, что было сделано с этими женщинами. Их не забрали, чтобы они умерли, а чтобы ждать. Чтобы существовать в идеальной подвеске, пока кто-то не осмелится вернуть им их мир. К концу второй волны некоторые лица начали приходить в себя. Они осторожно исследовали станцию, руки на рельсах, глаза широко раскрыты, голоса тихие, но слышимые. Начали формироваться разговоры, простые слова, смех едва слышный. Их любопытство было заразительным, тихий гул, снимающий стерильную маску станции. Я остановился у консоли, просматривая карту. Сотни точек оставались неактивными, капсулы все еще спали подо льдом. Масштаб оставшегося был пугающим. Одна ошибка, одно промедление, и могло наступить бедствие, перепад давления, скачок кислорода или простая путаница могли стоить жизни прежде, чем она даже началась. Я глубоко вдохнул и напомнил себе правило: волна за волной, одно решение за раз. Селира подошла тихо, остановившись у моего плеча. «Ты сделал выбор, Дариан», — мягко сказала она. «Обратного пути нет. И это правильный выбор». Я кивнул, хотя тяжесть истины давила сильно. Каждая капсула была человеком. Каждое пробуждение было необратимо. И все же я не мог остановиться. Будущее тысяч зависело от тщательной организации этих мгновений. Третья волна началась с неотложностью. Женщины пробуждались быстрее,
более внимательные, менее осторожные. Они наблюдали друг за другом, проверяли границы и исследовали коридоры с осторожным любопытством. Эффективность Лирры возросла. Она направляла потоки, распределяла одеяло и воду с точностью, общаясь без слов. Энергия Кайлин стала маяком, кто сомневался, мог обратиться к ней и обрести уверенность. Селира оставалась постоянной, поддерживая руки, тихо успокаивая, человеческая опора для тех, кто провел столетия в неподвижности. Я наблюдал закономерности, отмечая, кто из пробужденных женщин плохо реагировал на других, кому нужна дополнительная поддержка, а кто адаптировался сразу. Это было похоже на дирижирование огромной симфонии, каждое движение — нота, создающая общую мелодию. Я неоднократно проверял управление окружающей средой, следил за стабильностью тепловых контуров и уровня кислорода. Каждая корректировка имела значение. Ошибки могли быть смертельными. И все же я чувствовал спокойствие, почти радость, наблюдая, как станция оживает вокруг нас. Шум был едва заметен, но неоспорим: дыхание, шепоты, смех, шаги по металлическому полу. Системы вентиляции работали с напряжением, но продолжали функционировать. Тепло тел начало возрастать, и я понял, что теперь я не один, не просто физически, но и в ответственности. Эти женщины зависели от меня, да, но в ответ их пробуждение напомнило мне, что жизнь снова может быть яркой, что цель можно вернуть даже после векового молчания. К четвертой волне усталость стала ощущаться, но ритм был установлен. Женщины учились существовать вновь, формируя кластеры общения, помогая друг другу и постепенно доверяя станции как безопасной среде. Селира, Лирра и Кайлин стали ядром, направляя и наблюдая, действуя с авторитетом, рожденным инстинктом, а не командованием. Я остановился, чтобы наблюдать за молодой женщиной, едва стоящей на ногах, касавшейся стен и осматривавшей окружение, глаза широко раскрыты. Ее удивление отражало то же чувство, что и у меня, когда я впервые вошел в коридор Крио. Взгляд через комнату показал десятки других, испытывающих похожие пробуждения. Тишина замерзших век растворялась в медленном, неустойчивом биении сердца возвращающейся жизни. Мы снова дышим. Этот мир настоящий. К концу четвертой волны коридора станции Эпсилон-7 ожили звуком и движением. Холодная, стерильная тишина, определявшая станции веками, исчезла, и ее заменили дыхание, шаги и тихий шепот голосов, пробующих свободу. Сотни женщин теперь перемещались по коридорам, исследовали пространство, наблюдали, находили связь друг с другом, открывая, что жизнь может возобновиться даже после столь долгой паузы. Я действовал методично среди них, координируя тепловые контуры, контролируя кислород, обеспечивая безопасное пробуждение следующей волны. Масштаб того, что я предпринял, давил на меня, но одновременно я ощущал глубокое удовлетворение от возвращения их к жизни. Каждая открывшаяся капсула выпускала историю, прошлое, присутствие, которое было приостановлено, но никогда не стерто. Селира оставалась спокойной и точной, перемещаясь между теми, кто спотыкался, поддерживая их мягкими руками, и ее тихий голос дарил уверенность. Лирра была полной противоположностью, энергичной, почти нетерпеливой, направляя группы женщин, следя, чтобы никто не отставал и не терялся в одинаковых коридорах. Бдительность Кайлин не ослабевала, и ее присутствие внушало вновь пробужденным уверенность, позволяя им делать первые шаги к свободе. Я наблюдал, как выстраиваются закономерности. Молодые или более хрупкие инстинктивно искали поддержки у других. Старшие, более выносливые брали на себя руководство, направляя и обучая тех, кто колебался. Каждое взаимодействие было тонким, почти незаметным, но в совокупности оно формировало сеть поддержки, живую структуру, удерживающую хрупкие начала свободы. Пятая волна началась как самая масштабная. Сотни капсул разморозились, и станция ощутила прилив жизни. Некоторые женщины пробудились в панике, мышцы были застывшими после столетий неподвижности. Некоторые смотрели в молчаливом изумлении, пораженные ощущением дыхания и тепла. Я направлял их к одеялам, обеспечивал доступ к воде и следил, чтобы коридоры не перегружались. Карта на консоли мерцала, каждая новая точка света отмечала возвращенную в мир жизнь.
Среди этого потока я начал замечать тихий ритм. Жизнь двигалась органично по станции. Мы с Селирой обменялись короткими кивками, слов было не нужно. Эффективность Лирры и энергия Кайлен направляли движение. Вместе мы стали проводниками, а не контролерами, позволяя женщинам пробуждаться по своим условиям, при этом поддерживая стабильность среды. В какой-то момент я остановился возле центрального перекрестка, наблюдая, как группа пробужденных женщин ориентируется в пространстве. Одна молодая женщина, едва держась на ногах, протянула руку к старшей, и они двигались вместе, исследуя коридоры, словно возвращая утраченное столетиями. Рядом другая группа тихо смеялась, открывая радость звука, простое удовольствие от возможности говорить после столь долгого молчания. Мне стало ясно, жизнь во всей своей сложности не может быть отложена. Она найдет способ вернуться, и когда это происходит, требует внимания, заботы и уважения. Селира подошла ко мне, и ее присутствие придавало уверенность. «Мы почти закончили, Дариан», — мягко сказала она. «Остался только небольшой сектор. Остальное пойдет в следующем цикле». Я кивнул, взглянув на карту. Ряды капсул подо льдом были почти полностью активированы. Лишь несколько оставались в спящем состоянии. Все казалось нереальным, века навязанного покоя, разрушенные тщательной координацией и смелостью нескольких пробужденных женщин, которые теперь вели остальных. Кайлен подошла ко мне, глаза светились осознанием того, что мы совершали. «Это работает», — просто сказала она. «Они вспоминают жизнь. Они выбирают ее». Ее слова задели меня за душу. Я понял, что пробуждение — это не просто механический процесс, оно философское, почти духовное. Каждый выбор, каждое решение открыть капсулу, каждое мягкое прикосновение или поддерживающая рука — это подтверждение того, что свобода, когда-то украденная, может быть восстановлена, а с ней и достоинство быть человеком или, по крайней мере, разумным и живым существом. Последняя волна началась тихо. Я активировал оставшиеся сектора, каждая капсула открывалась с той же осторожностью, что и первая. Звуки дыхания, вздохов и тихого смеха стали хором, наполнявшим станцию. Я направлял их к теплу основных залов, следя, чтобы никто не потерялся и не дезориентировался. Селира, Лирра и Кайлен работали без устали, их координация была безупречной. Я наблюдал за мелкими деталями. Молодая женщина проводила пальцем по инею на окне, впервые открывая для себя звезды, старшая женщина прижимала руки к груди, считая сердцебиение, которое казалось утраченным, другая тихо смеялась, чувствуя движение, не боясь сгибать ноги, шевелить пальцы, растягивать мышцы, спящие веками. Каждое пробуждение подчеркивало масштаб задачи. Это было не про героизм, не про признание. Это было про возвращение выбора, восстановление жизни и принятие ответственности, которая с этим шла. И все же, несмотря на тяжесть, я почувствовал что-то новое — благодарность. Не только их, но и мою собственную. Возвращая жизнь станции, я сам снова почувствовал себя живым, как не ощущал десятилетиями. К моменту открытия последних капсул станция полностью преобразилась. Стерильная тишина уступила место теплу, движениям и мягкому, хаотичному гулу жизни. Женщины больше не были заключенными или образцами, они стали исследователями, учениками, учителями, проводниками и друзьями. Каждая несла в себе груз столетий, но каждая выбирала жить настоящим. Селира подошла ко мне в последний раз, глаза ее отражали ровный свет карты. «Ты дал им шанс», — мягко сказала она. «И себе тоже». Я понял, что она права. Я вышел за рамки протокола, за пределы контрактных обязательств, за пределы стерильных приказов забытой станции. Я выбрал жизнь не только для них, но и для себя. И в ответ сама станция, казалось, задышала новым ритмом, каждый механический звук гармонировал с живым хором, наполнявшим коридоры. Лирра подошла, выражение лица одновременно усталое и удовлетворенное. «Они быстро адаптируются», — сказала она. «Тебе стоит отдохнуть перед окончательной интеграцией». Кайлен кивнула, ее энергия не ослабла, несмотря на долгие часы.
Станция теперь жива, Дариан. И они тоже. Я в последний раз посмотрел на карту. Зеленые точки теперь охватывали каждую капсулу. Каждая точка означала возвращенную жизнь, сотни лет ожидания отменены. Я почувствовал тяжесть этого достижения. Но больше всего, простоту и глубину этого, эти женщины были свободны. Я отошел от консоли и прошелся по коридорам, наблюдая, как пробужденные ориентируются в пространстве. Они не смотрели на меня с ожиданием. Они исследовали, учились и выбирали. Молодая женщина коснулась меня плечом, глаза широко раскрыты от удивления, и она улыбнулась. Другая тихо смеялась, касаясь стен, восхищаясь простой способностью двигаться. Селира, Лирра и Кайлен двигались как одно целое, направляя, поддерживая и наблюдая, но никогда не контролируя. Это было замечательно, микрокосм свободы, действующий в рамках заботы и безопасности. И я понял главное: настоящая свобода не требует громких жестов. Она требует внимания, терпения и уважения к выбору других. Когда последние пробужденные устроились, я позволил себе вздохнуть. Усталость давила, но вид жизни вокруг делал это несущественным. Станция, некогда могильник, теперь гудела жизнью. Лед сверху и снизу мягко светился от систем поддержания температуры, но теперь он не был холодным или мертвым. Она стала домом, хоть и временным, для тысяч возвращенных жизней. И в эти тихие моменты я понял глубокую человеческую истину происходящего. Даровать свободу значит нести ответственность, быть свидетелем значит расти, а действовать без ожидания награды — это самая чистая форма долга. Свет станции отражался на их лицах. Лица, которые были заморожены, молчаливые и пусты, теперь ожили любопытством, благодарностью и смелостью выбирать снова. Я стоял среди них, один человек в огромном хоре жизни, ощущая связь, выходящую за рамки протокола, долга и ожиданий. Я нажал первую кнопку, и мир начался заново. Каждая капсула — две новая жизнь. Мы вернули их из тьмы. Станция стала живым местом. Коридоры, которые когда-то отзывались только моими собственными шагами, теперь наполнялись голосами, смехом и тихим гулом движения. Пробужденные женщины двигались с осторожной уверенностью, испытывая мир, который был им недоступен веками. Было поразительно, как быстро жизнь находила свой ритм даже после столь долгого перерыва. Я шел рядом с Селирой, пока она вела группу женщин к наблюдательному отсеку. Ее присутствие было устойчивым, непоколебимым, спокойным якорем среди бурного потока действий. «Они приспосабливаются быстрее, чем я ожидала», — тихо сказала она, почти сама себе. «Они помнят достаточно, чтобы выжить, но также помнят, как выбирать». Я кивнул. Выбор был тем даром, который я начал полностью осознавать лишь в последние дни. Он был хрупким, ценным и пугающим своей ответственностью. Молодая женщина споткнулась рядом с нами, неуверенная в шаге, и Селира без колебаний поддержала ее. Жест был простым, почти обыденным, но он воплощал все, что теперь представляла эта станция: заботу, свободу и человеческую или разумную способность восстанавливать жизнь. Лирра быстро перемещалась по коридорам, ее энергия была неистощимой. Она следила, чтобы никто не остался в изоляции и не потерялся, направляя движение словно дирижер оркестра. Кайлен оставалась рядом со мной, внимательно сканируя каждую комнату и каждый коридор, обеспечивая безопасность и наблюдая за тонкими взаимодействиями. Вместе они поддерживали баланс, позволяя женщинам испытать свободу, предотвращая хаос. Я наблюдал, как молодая женщина проводит кончиками пальцев по панели управления, удивляясь текстуре и кнопкам. Раньше она никогда не касалась ничего подобного, но ее любопытство было чистым, не скованным страхом. Другая тихо смеялась, открывая для себя ощущение теплого воздуха, идущего из вентиляции. Мелочи, но значимые после столетий неподвижности. Я понял, что свобода часто скрыта в самых маленьких жестах. К полудню коридоры заполнились маленькими группами, кто-то двигался вместе, кто-то исследовал самостоятельно. Разговоры сначала были осторожными и прерывистыми,
но постепенно приобретали уверенность. Женщины обсуждали станцию, системы, тепло, воздух и видимые через наблюдательные окна звезды. Каждый разговор, каждый смех был возвращением жизни. Селира вела группу к главной медицинской зоне, расставляя одеяло, воду и давая простые инструкции. Лирра координировала распределение ресурсов, следя, чтобы никто не остался без необходимого. Кайлин направляла движение, мягко, но решительно, предотвращая скопление и обеспечивая безопасную адаптацию. Я управлял системами окружающей среды, поддерживая стабильность тепла и давления, наблюдая за последними оставшимися дремлющими капсулами подо льдом. Несмотря на успех, масштаб ответственности никогда не покидал меня. Каждая волна, каждое пробуждение несло риск. Одна неверная команда могла разрушить столетия сохранности. Но, наблюдая за их восстановлением, я ощущал глубокое чувство цели. Это уже было не про долг или протокол, это было про саму жизнь. Молодая женщина подошла, глаза широко раскрыты от любопытства. «Вы действительно здесь?» — тихо спросила она. Я кивнул, немного пригнувшись, чтобы встретить ее взгляд. «Да. Вы свободны. Теперь это ваш выбор, как двигаться дальше». Ее глаза наполнились изумлением и облегчением. Она протянула руку и слегка коснулась моей, жест благодарности, который не требовал слов. По всему залу подобные жесты распространялись: касание рук, кивки, тихие подтверждения того, что было восстановлено. День перешел в послеобеденное время. Женщины исследовали наблюдательный отсек, коридоры и общие зоны. Селира, Лирра и Кайлин работали без устали, но с такой грацией, что это казалось легким. Они стали проводниками, лидерами и опорой для тех, кто искал устойчивость. Я перемещался среди них, поддерживая там, где нужно, все больше понимая, что моя роль не командовать, а помогать. В тихий момент я остановился у центральной консоли, наблюдая за картой, которая когда-то мигала точками пробуждения. Зеленые огни теперь охватывали почти каждую капсулу. Лишь несколько оставались дремлющими, но их время придет. Масштаб того, что было достигнуто, был почти непостижим. Тысячи женщин, возвращенных из столетий принудительного сна, возвращенные к жизни, выбору и возможностям. Селира подошла, ее рука слегка коснулась моей, указывая на наблюдательный отсек. «Они готовы исследовать», — сказала она. «Ты сделал то, что ни один протокол не мог предписать. Ты вернул им самих себя». Я почувствовал тяжесть ее слов, но также тепло, превосходящее усталость. Свобода больше не была теоретической, она была осязаемой, живой в коридорах, в смехе, в тихих моментах открытия. Каждая женщина несла столетия неподвижности, но принимала жизнь без колебаний, руководствуясь инстинктом, любопытством и доверием. Лирра ненадолго вернулась, ее энергия не угасла после часов организации движения. «Нам нужно подготовить финальную интеграцию», — сказала она. «Оставшиеся капсулы должны открываться волнами, чтобы обеспечить стабильность. Станция теперь жива, но все еще хрупка». Кайлин добавила: «А женщины готовы. Они теперь понимают, как ориентироваться в пространстве, как взаимодействовать и поддерживать друг друга. Этот финальный шаг — кульминация всего, что мы сделали». Я глубоко вдохнул, осматривая коридоры, наполненные движением, звуком и жизнью. Станция больше не была могильником. Она стала живой, дышащей средой, своего рода домом, хотя и временным. Я понял, что мое присутствие больше не центрально, моя роль — помогать, обеспечивая стабильность, пока жизнь процветает вокруг меня. Началась последняя волна. Капсулы открывались осторожно, контролируемо, каждая выпускающая новое присутствие в растущий хор жизни. Некоторые женщины спотыкались, кто-то тихо плакал, кто-то смеялся от радости. Селира, Лирра и Кайлин направляли каждую с точностью, создавая ритм, позволяющий безопасно испытать свободу. Я заметил маленькие взаимодействия, говорящие больше, чем слова. Молодая женщина помогала другой поправить одеяло, две старшие направляли робкую новичку, смех эхом разносился по коридорам.
Каждый жест, каждый выбор был возвращением автономии, заявлением о том, что столетия неподвижности не стерли способность жить, выбирать и заботиться. К вечеру коридоры заполнились устоявшимися группами. Станция гудела жизнью, механические системы теперь гармонировали с жизнью, а не навязывали стерильность. Карта на центральной консоли показывала почти каждую капсулу активной, каждое — свидетельство выносливости, выживания и возвращения столетий утраченного опыта. Я отошел в сторону, наблюдая происходящее. Селира поправляла одеяло на плечах молодой женщины, Лирра организовывала движение по коридорам, а Кайлин наблюдала, готовая вмешаться при необходимости. Станция стала сетью жизни, каждый человек был связан общим опытом пробуждения. В этот момент я понял нечто глубокое. Свобода — это не абстрактная концепция. Она жива, дышит и делится. Она требует заботы, внимания и готовности действовать без ожидания награды. И, давая свободу другим, я нашел ее и для себя. День завершился тихим размышлением. Женщины исследовали наблюдательные отсеки, коридоры и общие зоны, открывая движение, звук и прикосновение. Станция, некогда замороженный могильник, теперь резонировала жизнью, смехом и возможностями. Селира, Лирра и Кайлин стояли рядом со мной, молчаливые, но присутствующие, напоминая, что руководство так же важно, как свобода, и что забота может сосуществовать с выбором. Я почувствовал тяжесть пути, но также глубокое удовлетворение от того, что стал свидетелем восстановления жизни. Коридоры больше не казались бесконечными или изолированными, они стали путями к открытию, взаимодействию и связи. И я понял, что, возвращая этих женщин к жизни, я также вернул часть себя, часть, о которой не осознавал, что она была в спячке так долго. Теперь они свободны. И мы тоже нашли наш путь. Последние капсулы открылись как раз тогда, когда сумерки начали мягко освещать панорамные окна наблюдательного отсека. Лед над Зефирией слабо мерцал, пока последние волны жизни возвращались на станцию. Женщины двигались по коридорам с новообретенной уверенностью, исследуя пространства, которые когда-то были недоступны, касались поверхностей, опирались на поручни и открывали для себя простую радость движения и дыхания. Я оставался у центральной консоли, наблюдая за финальной интеграцией. Тепловые контуры и уровни кислорода стабилизировались автоматически, но мои глаза продолжали сканировать мониторы, следя, чтобы ничто не нарушило хрупкое равновесие. Селира двигалась рядом, тихо и внимательно, и ее присутствие удерживало меня на плаву, пока разворачивался результат недель тщательного планирования и действий. Лирра управляла оставшимися перемещениями, направляя группы с точностью человека, который инстинктивно понимает, как управлять людьми и пространством. Кайлин оставалась бдительной, сканируя коридоры и наблюдательные отсеки в поисках признаков дезориентации или усталости, вмешиваясь только при необходимости. Вместе они стали больше, чем коллегами, они были опорой, лидерами и символами восстановленной жизни. Последняя группа пробужденных женщин подошла к наблюдательному отсеку, колеблясь, но с любопытством. Одна протянула руку к панорамному дисплею, пальцы проводили по звездам, видимым через толстый лед и усиленное стекло. Другая тихо засмеялась, звук был легким и музыкальным, когда она поняла, что может двигаться свободно, наклоняться, растягиваться и исследовать без страха. Третья приложила руку к груди, ощущая свое сердце и шепча слова, о которых забыла, что может их произносить. Я отошел, позволяя им двигаться в своем ритме. Не было никакой спешки, никакого протокола, требующего скорости. Свобода, я понял, требует терпения. Каждая индивидуальность имела свой темп, свой способ заново знакомиться с жизнью. Я наблюдал, как формируются маленькие группы, женщины открывают друг друга, протягивают руки, смеются, дают советы и мягкую поддержку. Станция стала живым сообществом, микрокосмом выбора, автономии и устойчивости. Селира взглянула на меня, выражение лица было спокойно. «Они процветают», — тихо сказала она. Все это было того стоит. Я кивнул, ощущая, как тяжесть с плеч спала. Тысячи женщин были подвешены между жизнью и смертью,
а теперь каждая из них получила шанс снова испытать мир. Это было ошеломляюще, но глубоко удовлетворительно. Каждый маленький жест, каждый шаг, каждое дыхание — свидетельство выносливости, терпения и смелости вернуть украденное. Шаттлы в доковой зоне были готовы к отправке, хотя никто не спешил уходить. Женщины свободно перемещались, исследовали палубы, проверяли органы управления, осматривали коридоры и делились небольшими открытиями друг с другом. Смех, шепот, тихие восклицания — каждый звук подтверждал, что станция больше не тюрьма. Она жила, и жизнь была заразительной. Кайлен подошла, ее энергия не угасла, несмотря на долгие часы. «Они выбирают», — просто сказала она. «Каждое действие, каждое решение, они возвращают себе самих себя». И мы убедились, что это происходит безопасно. Я наблюдал, как женщины собираются около шлюзов, некоторые держали одеяло, другие помогали тем, кто все еще неуверенно стоял. Картина была почти кинематографической, тысячи людей, когда-то замороженных в молчании, теперь стояли вместе, осознавая, дыша, живя. Их внимание иногда обращалось ко мне, и я почувствовал глубокое чувство ответственности, смешанное со смирением. Я нажал первую кнопку, но восстановление принадлежало им. Селира проводила группу к одному из шаттлов, корректируя их позиции, обеспечивая ощущение безопасности. Лирра координировала посадку, следя за плавностью движения, а Кайлен поддерживала тех, кто не решался ступить на трапы. Последняя волна шаттлов готовилась к отправке, двигатели тихо гудели, огни отражались на ледяной поверхности снаружи. Я подошел к наблюдательному отсеку, присоединившись к Селире и Кайлен. Последний шаттл ушел, увозя группу женщин, жаждущих исследовать пространство за пределами Зефирии, за пределами станции, за пределами векового заключения. Воздух стал тихим, но не стерильным. Звуки жизни оставались, тихие разговоры, движения, смех и спокойное удовлетворение от вновь обретенной автономии. Молодая женщина подошла ко мне, глаза широко раскрыты, и слегка коснулась моей руки. Слов не требовалось. Жест говорил о многом: благодарность, признание, осознание того, что было восстановлено. Я кивнул, не зная, что сказать. Словам не хватало силы. Свобода, я понял, не требует объяснений, только присутствия, уважения и поддержки. Голос Селиры нарушил тишину. «Ты сделал больше, чем требовал любой протокол», — сказала она. «Ты вернул им самих себя. И делая это, ты тоже нашел часть себя». Я посмотрел на нее, затем на Кайлен, затем на оставшихся женщин из следующих станций. Это было верно. Восстанавливая жизнь тысячам других, я обрел чувство цели, связи, честности, которого не ощущал годами. Сама станция, казалось, повторяла эту истину, каждая система гудела в гармонии с возобновленной жизнью. Лирра ненадолго присоединилась к нам, осматривая палубы и коридоры. «Они готовы», — сказала она. «Ко всему, что будет дальше. Ты обеспечил, что они не только пробудились, но и способны выбирать. Это самый важный дар». Наблюдательный отсек теперь был тихим, за исключением слабого гула систем и случайных легких шагов. Большинство женщин уже отправились в шаттлах, исследуя новую свободу, которую я помог организовать. Некоторые задержались, изучая станцию, открывая ранее недоступные пространства, проверяя органы управления и учась ориентироваться. Каждое действие, каждое решение укрепляло автономию, которой они теперь обладали. Я стоял рядом с Селирой и Кайлен, наблюдая, как небольшая группа уверенно движется по коридорам. Их любопытство, уверенность и осторожное исследование символизировали достигнутое. Станция, некогда могила замороженного молчания, теперь была живым свидетельством выносливости, терпения и силы выбора. Когда последние шаттлы исчезли вдали, я осознал нечто глубокое. История этих женщин, замороженных веками, не закончилась их пробуждением. Она продолжалась в каждом их выборе, в каждом дыхании, в каждом моменте открытия. И я тоже был частью этой истории, не как герой легенды, а как участник восстановления жизни. Селира подошла ближе,
ее присутствие было тихим утешением. «Ты дал им будущее», — сказала она мягко. «И себе тоже». Я кивнул, глубина ее слов постепенно доходила до меня. Свобода, жизнь и выбор были неразрывно связаны. Дарить их — значит быть свидетелем, помогать и уважать. И возвращая их тысячам, я открыл смысл для себя. Станция стала тише, но никогда не пустела. Звуки движения, исследования и жизни продолжали звучать мягко. Я понял тогда, что свобода — это не момент, а процесс, непрерывное действие выбора, ответственности и открытия. Я нажал первую кнопку слишком поздно на века, но эффект эхом отозвался бесконечно. Стоя в наблюдательном отсеке, я почувствовал завершенность. Женщины свободны, станция жива, а тишина прошлого превратилась в настоящую жизненную энергию. Мне не нужны были слова, чтобы осознать масштаб достигнутого. Присутствие, забота и помощь были достаточны. Кайлин кратко положила руку мне на плечо. «Мы сделали то, что нужно было сделать», — тихо сказала она. «И теперь они продолжат по своему выбору». Селира слегка улыбнулась, и я понял, что история тысяч женщин, освобожденных от вечного сна, не принадлежит никому лично. Она принадлежит самой жизни, выбору и смелости действовать, когда молчание царило слишком долго. Я отошел от консоли и смотрел на звезды за наблюдательным отсеком. Лед слабо мерцал, системы гудели в гармонии с жизнью, а эхо вновь обретенной свободы оставалось в коридорах. Это не было концом. Это было началом, совместным открытием возвращенной жизни, восстановленного выбора и будущего, не связанного столетиями неподвижности. И в этот тихий, сияющий момент я понял суть путешествия. Данная свобода — это принятая свобода. Возвращенная жизнь — это обновленная жизнь. И простой акт нажатия одной кнопки изменил не только станцию, но и жизни тысяч, а заодно и мою собственную. Станция больше не казалась пустой. Она пульсировала существованием, симфонией голосов, шагов и дыхания. Я нажал кнопку, начавшую восстановление, но история принадлежала самим женщинам, их выбору, смелости и вновь обретенной человечности. В мягком свете наблюдательного отсека я улыбнулся, чувствуя связь глубже любого протокола, контракта или ожидания. Станция, женщины и я стали частью общей реальности, живой так, как я только мечтал. И в этом живом присутствии я понял, свобода, выбор и жизнь стоят каждого риска, каждой бессонной ночи и каждой капли усилий. Спасибо, что слушали «Мир научной фантастики». Если вам понравилась история, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До следующего раза продолжайте смотреть на звезды и помните, даже в самых отдаленных галактиках нас делает людьми семья.